Господь Кришна сказал: «Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающим в его сердце, и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение». Комментарий. Особого внимания в этом стихе заслуживает слово «баджате». Оно образовано от глагольного корня «бадж», который несет в себе идею служения. Слово «поклоняться» не полностью совпадает по смыслу со словом «бадж». Поклоняться значит чтить кого-то, оказывать ему почести. Но слова, выражающие идею служения с любовью и верой, используются исключительно в связи с Верховной Личностью Бога. Тот, кто отказывается выражать почтение какому-нибудь полубогу или уважаемому человеку, рискует прослыть невежей. Но тот, кто отказался служить Верховному Господу, обрекает себя на жалкое существование. Каждое живое существо – неотъемлемая частица Господа, и по природе своей предназначено для того, чтобы служить Ему. Отказываясь делать это, оно падает в низшие сферы бытия. Это подтверждается в Бхагаватам. Яэшам пурушам саксат атма прабхавам ишварам набаджантья джас аваджананти станад брашта патантьяда. Тот, кто не желает служить предвечному Господу, источнику всех существ, и не исполняет своего долга перед Ним, неизбежно лишится своего естественного положения и окажется в сетях адской жизни. В данном стихе из Шримад Бхагаватам тоже употреблено слово «баджанти». Это подтверждает, что «баджанти» указывает на служение Верховному Господу, тогда как слово «поклонение» может также употребляться по отношению к полубогам и обыкновенным существам. В этом стихе есть еще одно слово «аваджананти», которое также встречается в Бхагавад-гите 9.11 «аваджананти мам мудхах». Только глупцы и негодяи пытаются принизить Верховную Личность Бога, Господа Кришну. Такие глупцы берутся писать комментарии к Бхагавад-гите, хотя сами не желают служить Господу. В результате они не могут понять разницу между словами «баджанти» и «поклонение». Высшей ступенью лестницы йоги является бхакти-йога. Все остальные виды йоги не более чем средство достижения бхакти. Строго говоря, слово «йога» означает именно бхакти-йогу, а все прочие виды йоги – это ступени, позволяющие прийти к бхакти-йоге. От начала карма-йоги и до вершин бхакти-йоги лежит длинный путь духовного самопознания. Он начинается с деятельности без стремления к плодам своего труда. Когда человек, практикующий карма-йогу, обретает духовное знание и избавляется от привязанности к мирским наслаждениям, он поднимается на уровень гьяна-йоги. А когда гьяна-йоге он добавляет физические и дыхательные упражнения и медитацию, объектом которой является сверхдуша, он достигает ступени аштанга-йоги. Поднявшись выше уровня аштанга-йоги, человек приходит к служению Верховной Личности Бога Кришны. И это и есть бхакти-йога, вершина лестницы йоги. В сущности, бхакти-йога является высшей целью, но чтобы овладеть этой наукой, необходимо также понять суть всех остальных методов йоги. Йог, стремящийся к высшей цели, стоит на верном пути, ведущем к вечному счастью. А те, кто достиг определенной ступени йоги, останавливаются на ней и не идут дальше. Называют, соответственно, карма-йогами, яна-йогами, тхьяна-йогами, раджа-йогами, хатха-йогами и так далее. Если кому-то посчастливится сразу встать на путь бхакти-йоги, следует понимать, что он уже миновал все остальные ступени йоги. Иными словами, сознание Кришны – это высшая ступень йоги. Так, Гималаи – это самые высокие горы в мире, а среди них высочайшая вершина Эверест. Только тот, кому очень посчастливится, может встать на путь бхакти-йоги и, следуя указаниям ведических писаний, утвердиться в сознании Кришны. Совершенные йоги сосредотачивают ум на Кришне, Шьямасундаре, чье прекрасное тело цветом напоминает грозовое облако, а лотосоподобный лик сияет словно солнце. Одежда Господа усыпана драгоценными камнями, а грудь украшена гирляндой из цветов. Ослепительное сияние, исходящее от Его тела,
и называемая Брахмаджоти, освещает все стороны света. Он приходит в этот мир в разных образах, таких как Рама, Нарисимха, Вараха и Кришна, Верховная Личность Бога. Проявляясь на земле в облике человека, он становится сыном матери Ишоды и носит имена Кришна, Говинда и Васудева. Он идеальный сын, муж, друг и господин, и он исполнен всех совершенств и божественных качеств. Того, кто полностью сознает эти свойства Господа, считают лучшим из йогов. Достичь этой высшей ступени совершенства можно только идя путем бхакти-йоги. Ведические писания подтверждают это. Только тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и духовного учителя, открывается суть ведического знания. Швета Ашватара Упанишад. Бхактир ясья ваджанам тат ихамутропадхи найрасьена мушарамин манах калпанам этат эва нашкармьям. Бхакти – это преданное служение Господу, свободное от стремления получить выгоду в этой жизни или в следующей. Избавившись от этого стремления, человек должен сосредоточить ум на Всевышнем. В этом смысл слова «найшкармья» Гопала Тапани Упанишад. Вот некоторые из принципов бхакти-йоги, позволяющие обрести сознание Кришны, которое является высшей ступенью совершенства йоги. Еще раз стих. Из всех йогов, тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, и исполненный непоколебимой верой, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. Эта глава озаглавлена Дхьяна-йога. Дхьяна означает медитация. In this chapter, Krishna describes the process of meditating on the Lord in the heart, the super soul in the heart. И в этой главе Кришна описывает процесс медитации на сверхдушу Господа в сердце. Which process was performed by yogis in times long ago. И этот процесс совершали йоги в давние времена, давно. When the earth was a much more peaceful and natural place. Когда земля была гораздо более спокойным и естественным местом. It's like today we came from Perm by car. Как, например, сегодня мы ехали сюда из Перми на машине. And we stopped to take a bath in the river. И мы остановились, чтобы принять омовение в реке. And near to the bridge. Недалеко от моста. We could see, constantly passing huge trucks, cars, constantly, thousands and thousands of them. И мы могли видеть, как постоянно по этому мосту постоянно едут машины, большие грузовики, тысячи и тысячи. Это продолжается непрерывно. And traveling around Russia, the same thing everywhere. И вот когда мы путешествуем по России, та же картина, она повсюду. And in other countries, same thing also. И в других странах то же самое. People are rushing here and there very fast. Люди носятся повсюду, и причем очень быстро. Transporting all kinds of goods here and there very fast. Ездят и туда-сюда на полной скорости возят какие-то товары. There's so many airplanes flying in the sky. И так много самолетов летает по небу. From one country to another. Из одной страны в другую. So burning up so much fuel. И при этом сгорает так много топлива. And if we go into the forest also, when we went there to the bank of the river, there was rubbish all over the place. И потом, когда мы спустились к берегу реки, мы тоже увидели, что повсюду разбросан мусор. I remember going to Baikal also in the forest, the Siberia, faraway place. И я вспоминаю, когда мы были на Байкале, это в Сибири, достаточно удаленное место. Там население гораздо меньше, чем в европейской части. Но там тоже в лесу полно мусора.
cigarette packets and all kinds of rubbish. Пивные банки, пачки из-под сигарет и всякий остальной мусор. So the kind of meditation that Krishna described in his chapter, very difficult in this age. И вот такой вид медитации, который Кришна описывает в этой главе, в данный век очень затруднен. One is supposed to go, he describes how the yogi should go to a solitary place in a forest. Предполагается, как описывает Кришна, что йоги должен пойти в уединенное место в лес. In a very peaceful, quiet atmosphere. В очень спокойной, тихой атмосфере. And there, he should control his senses and mind. И там он должен контролировать свои чувства и ум. And fix his gaze within. Сосредоточить жизненный воздух внутри. On the form of the Lord in the heart. И сосредоточиться на форме Господа в сердце. So how we will do that in the present age? И как же сделать это в наш современный век? Someone will come with his car and turn on the loudspeaker. Когда кто-то приезжает на машине, включает громкоговорители. I say, if you go to the forest and try to sit quietly, someone will come and disturb you in some way or another. Так или иначе, если вы попробуете сесть в лесу, в тихой атмосфере, кто-то обязательно придет и как-то вас побеспокоит. Even you find some quiet place, your mind will disturb you. И даже если вы найдете какое-то тихое место, вас будет беспокоить ваш ум. Even Arjuna, Krishna was speaking Bhagavad Gita to Arjuna 5,000 years ago. Even then, Arjuna said, "This process seems too difficult for me." И Кришна говорил об этом Арджуне 5000 лет назад, и даже Арджуна тогда сказал, что этот процесс слишком сложный для меня. Of course, Arjuna, he was a kshatriya, a warrior. Но, конечно же, Арджуна был кшатрием, то есть воином. He was not a type of person, not a brahmin who would sit quietly and perform some study and meditation like that. Он не был браманом, который может спокойно, тихо сидеть и заниматься изучением или медитацией. But still, he was a very elevated soul. Но так или иначе, он все равно был очень возвышенной душой. He was a personal associate of Krishna. То есть он был личным спутником Кришны. So, and he was living in an age when we didn't have all these motor cars and aeroplanes. И он жил в ту эпоху, когда не было всех этих автомобилей и самолетов. But still, he was finding it's too difficult to go and meditate in the forest. Но все-таки он находит этот процесс слишком сложным, процесс медитации в лесу. And he said to control the mind is very difficult. Seems to be more difficult than controlling the wind. И он говорит, что контролировать ум это очень сложно. Это даже труднее, чем контролировать ветер. And Krishna said, yes, that's true, but by the appropriate practice, it can be controlled. И Кришна говорит, да, ты прав, но с помощью правильной практики возможно все-таки проконтролировать ум. So then Krishna goes on to explain in this verse and other verses that by the process of bhakti yoga, one can control the mind and the senses. И далее Кришна в этом стихе и в последующих стихах говорит, что с помощью метода бхакти-йоги можно контролировать ум и чувства. Because we are by nature active. Поскольку мы по природе активны. Krishna explains in Bhagavad Gita that soul is eternal. Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что душа вечна. We are all individual souls, individual persons. Мы все индивидуальные души, мы все личности. Now we are living in this body. Сейчас мы живем в этом теле. But we won't stay in this body forever. Но мы не сможем оставаться в этом теле всегда. This body will be finished after some time. Через какое-то время это тело придет к разрушению. We can see so many cemeteries all over the country. По всей стране мы видим так много кладбищ. On the side of the road also we see flowers where there were accidents. И когда мы едем по дороге, то на обочинах очень часто мы видим цветочки в результате аварий. Somebody left his body peacefully in old age. Кто-то оставляет тело спокойно в старости. Somebody else left his body suddenly in an accident. А кто-то внезапно в авариях. Where was it? Nabережной Челны, huh? It was a big traffic jam.
как в набережных Челнах, там была очень большая авария. And then we saw, you know, some car was like concertina, like accordion, just Как одну машину сжало полностью в гармошку. several cars were involved in the И accident. несколько машин было как втянуто в эту аварию. Suddenly like that, someone had to leave. И внезапно так происходит, и кто-то должен уйти. But the soul continues to exist, Krishna says. Но душа продолжает существовать. Кришна так говорит. But where we go, it depends on our activities in this life. И то, куда мы пойдем, это зависит от нашей деятельности в этой жизни. Krishna describes that there is a law of karma. И Кришна также объясняет, что есть закон кармы. If someone is pious, he take a better birth in the next life. Если кто-то благочестив, то он получит лучшее рождение в следующей жизни. If someone is sinful, he take a worse birth. А если кто-то греховен, он получит худшее рождение. There are many different species of life, some higher, some lower. И существует много разных форм жизни. Какие-то выше, какие-то ниже находятся. And living entities take birth in all these species. И живое существо получает рождение во всех этих формах. Just like insects, plants, animals, birds, they're all living entities. Это могут быть насекомые, растения, животные, птицы, все живые существа. But human life is considered to be especially good. Но человеческая форма считается особенно благоприятной, Because one has the ability to understand spiritual life. поскольку у человека есть способность понять духовную жизнь. To inquire, who are we, what is the purpose of life? И задать вопросы, кто мы такие и каков смысл предназначения нашей жизни. Therefore we have philosophy, religion, science, institutes, universities. И поэтому у нас есть философия, религия, есть наука, есть университеты. Whereas animals don't have such facilities. А у животных таких возможностей нет. Although one could say they're living a natural life. Хотя мы можем сказать, что они живут естественной жизнью. But then again, it can be very wild in the jungle. Но опять-таки жизнь в джунглях очень дикая. Не так ли? Yeah? There are bears in the jungle. Как, например, там живут медведи. In the tiger. И тигры. They are eating other animals. И едят других животных. I don't know. Bears eat other animals? Не знаю, Or only honey? медведь ест только мед или других животных тоже? Huh? Кто? Oh, they eat fish, huh? Fish? Да, рыбу он точно ест. Definitely tigers eat other animals. Но тигр-то уж точно других ест. Even human beings if they can. И даже иногда и люди, если сможет. So it's a dangerous place also in the jungle. Поэтому джунгли это также опасное место. Yeah, we were just while swimming, there was a bird, you know, flying above and looking for fish, and suddenly he would dive down and take fish out. И когда мы купались, там летала чайка, и она высматривала рыбу. И она нырнула и схватила рыбу и вынырнула с рыбой. So the animals, the birds, the fishes, they're mainly interested in eating and sleeping and mating and defending. Итак, животные, птицы, они интересуются едой, сном, совокуплением и обороной. And human beings also have these tendencies. И у человеческих существ также есть такие тенденции. Although they do in a more civilized way. Хотя все это они делают более цивилизованным способом. They prepare their food in the kitchen. Готовят пищу на кухне. They have a fridge to store all the vegetables and fruits, etc. У них есть холодильник, чтобы там хранились овощи и фрукты и так далее. They are sleeping in nice apartments. Спят в хороших квартирах. To defend, they have guns and tanks and airplanes. Чтобы обороняться, у них есть винтовки, танки и самолеты. Animals, they're just defending with their teeth and their claws. А животные обороняются только с помощью клыков и когтей. So human life is, there are similarities with animal life, but there's also higher intelligence for understanding who we are and what is the purpose of life. Есть определенное сходство между животной и человеческой жизнью, но у человека есть такие способности задавать вот эти вопросы, кто мы такие и каков смысл нашей жизни. So Krishna explains that we are energetic by nature. И Кришна говорит,
что по природе мы очень энергичны. The soul is always active. И душа всегда активна. Even when we are sleeping, the mind is functioning. И даже когда мы спим, ум продолжает работу. We have various kinds of dreams. Мы видим разные сны. And when we're sleeping also, we are breathing, the body is functioning. И также, когда мы спим, то мы продолжаем дышать, тело дышит, So функционирует. there is action on the physical level, on the vocal level, and on the mental level. То есть продолжается деятельность на уровне тела, на уровне слов и на уровне ума. So we have some choice how we are going to act. И у нас есть определенный выбор, как мы собираемся действовать. We will act in a pious way or a sinful way. Либо благочестивым образом, либо греховным. We will do charitable work, try to help other people. Или мы занимаемся благотворительностью, пытаемся как-то помочь другим людям. Or we will steal from people, murder people, etc. Или мы будем воровать и убивать их, и так далее. So there are pious and sinful activities. Итак, есть благочестивая и греховная деятельность. And different results from that. И из этого проистекают разные результаты. Just like someone does pious activity, then the government may give him some honor, some medal. Как, например, если кто-то занимается какой-то благочестивой, благотворительной деятельностью, правительство может его наградить какой-то медалью, какой-то грамотой и так далее. If someone does activity that's harmful to others, he may be put in prison. А если кто-то причиняет вред другим, его могут посадить в тюрьму. So in the same way, by laws of God, someone who is pious will get better birth in the next life. Someone who is sinful will get lower birth. И точно так же по законам Бога благочестивые получают лучшее рождение, а неблагочестивые худшее. Vedic literature explain there are also higher planets for those who are pious, lower planets for those who are more sinful. И ведическая литература объясняет, что есть даже высшие планеты для благочестивых и низшие планеты для греховных. But Krishna says that from the highest planet in this world, material world, to the lowest, they are all places of repeated birth and death. Но Кришна говорит, начиная с самой высшей планеты этого материального мира до самой низшей, все они являются местом страданий, где повторяются рождение и смерть. But one who attains my abode never comes back to the material world. Но тот, кто достигает моей обители, никогда не возвращается в этот материальный мир. So in Bhagavad Gita, Krishna explains this process of bhakti yoga. И в Бхагавад-гите Кришна объясняет этот процесс бхакти-йоги. It's not a passive process of trying to stop one's thoughts, words and deeds. Итак, это не пассивный процесс, это не попытка остановить наши мысли, слова и действия. But it is an active process of using our thoughts, words and deeds in the service of Krishna. Но наоборот, это процесс активный. Мы занимаем свои мысли, слова и действия в служении Кришне. So this is called akarma. It frees one from karma. И это называется акарма. Это то, что освобождает от кармы. It frees one from going either to higher or lower planets in the material world. Это освобождает от необходимости идти на высшие или низшие планеты этого материального мира. It frees one from the cycle of birth and death. И освобождает от круговорота рождения и смертей. So bhakti means to use one's thoughts, words and deeds in the service of Krishna with devotion. Итак, бхакти означает использовать наши мысли, слова и действия с преданностью в служении Кришне. Yoga means, as Prabhupada explains, it's a process of linking with the Supreme Lord. Итак, как здесь объяснял Прабхупада, йога означает связаться с Господом. Yoga comes from the word yuj, which means to link or connect. Слово йога происходит от глагола юдж, означает связывать. So to link, to develop our relationship with the Supreme Lord. Эта связь означает восстановление наших отношений с Верховным Господом. Krishna says, Bhaktyamam avijarati yavanyas chasmi tatvata tatomam tatvato gyatva vishate tadanantaram. One can know the Supreme Lord as he is only by devotional service. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, человек может постичь Бога только через преданное служение. When one is fully conscious of the Lord by such devotion, he can enter into the kingdom of God. И когда он полностью осознает Бога благодаря своей преданности, тогда он может достичь Царства Бога.
In chapter 8, Krishna explains that whatever our consciousness is fixed on at the time of death, we'll attain that state in our next life. И Кришна в 8 главе объясняет, какое бы сознание ни было у человека в момент смерти, того назначения, того места он и достигает после смерти. Our consciousness is developed according to our activities. А наше сознание, оно развивается в соответствии с нашей деятельностью. And he says, if one remembers me at the time of death, he can attain my abode. И Кришна говорит, тот, кто помнит меня в момент смерти, он достигает моей обители. The spiritual world. Духовного мира. Where there is no birth, death, old age and disease. Где нет рождения, смерти, старости и болезней. But only eternal life full of knowledge and bliss. Но вечная жизнь, исполненная блаженства и знания. The living being who goes to the spiritual world doesn't lose his personality or individuality. Те живые существа, которые отправляются в духовный мир, они не утрачивают своей индивидуальности. He loses the material body. Они оставляют материальное тело. But in the spiritual world, his spiritual form becomes fully manifest. Но в духовном мире полностью проявляется их духовная форма. And he lives there eternally in the service of the Supreme Lord. И они вечно живут там, занимаясь служением Верховному Господу. Krishna resides himself in the spiritual world with unlimited numbers of liberated souls. И Кришна сам живет в духовном мире в окружении бесчисленных спутников, освобожденных душ. And they are engaged in loving dealings with one another. И они обмениваются любовными отношениями друг с другом. In different kinds of relationships. В различных отношениях. Just like there are friendly relationships, relationships of parenthood. Например, это могут быть дружеские или родительские отношения. Conjugal relationships. Или супружеские. Relationships just simply of service. Или отношения только основанные на служении. These are different kinds of relationships between Krishna and his devotees. Такие вот разные отношения Кришна может иметь со своими преданными. They're called rasas. Это называется раса. So these transcendental rasas are relished by Krishna and by his devotees. И вот этот вкус от трансцендентной расы его чувствуют и Кришна, и его преданные. So we can begin this process now when we're in this world, in this body. Мы можем начать этот процесс сейчас, находясь в этом мире и в этом теле, by practicing bhakti yoga, практикуя бхакти-йогу, which teaches us how to render service to Krishna, которая учит нас, как заниматься служением Кришне. Just like there is worship of the deity form of the Lord, как, например, поклонение божеству в форме Кришны, в форме божества. Devotees learn to cook for Krishna, to make garlands for Krishna. Преданные учатся готовить для Кришны, делать для него гирлянды. And render different kinds of service. И совершать разные служения. And especially important is to chant the holy names of Krishna. И особенно важно воспевать святые имена Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Of course, there are thousands and thousands of different names of God. Конечно же, существует многие тысячи различных имен Бога. But the Maha Mantra is especially potent, the Hare Krishna mantra. Но Махамантра особенно важна, Харе Кришна Махамантра. Therefore, one should chant it regularly. Поэтому каждый должен ее регулярно воспевать. Both loudly in kirtan, in association of other devotees. И можно это делать и тем, и другим способом, громко в обществе преданных. And also on beads in a more meditative fashion. И также на четках в более медитационном стиле. This is a most powerful type of meditation that one can perform in the present age. Это самый могущественный вид медитации, который можно совершать в наш век. And of course we can hear about Krishna and hear Krishna's instructions from scriptures like Bhagavad Gita, Mahabharata, Srimad Bhagavatam and many others. И мы можем также слушать о Кришне и слушать его наставления из таких книг, как Бхагавад-гита, Махабхарата, Шримад Бхагаватам. And by associating with devotees of Krishna, we can become inspired in spiritual life. И общаясь с преданными Кришны, мы можем получить вдохновение
на духовную жизнь. Because devotees are very focused on Krishna. Поскольку преданные очень сосредоточены на Кришне. They are always thinking how to serve Krishna, how to glorify Krishna. Они всегда думают, как послужить Кришне, как прославить Его. So their association is uplifting and purifying. И поэтому общение с ними, оно возвышает и очищает. So, and also, one should offer one's food to Krishna. И также человек должен предлагать свою пищу Кришне. Krishna requested, give me vegetarian items, leaf, fruits, flower, water. И Кришна говорит, предлагайте мне вегетарианские продукты. Листок, плод, цветок, воду. And he says that the devotees there are released from karma because they offer their food to me. И также Кришна говорит, что преданные освобождаются от кармы, поскольку они предлагают свою пищу мне. Generally, living beings are killing other living beings in order to eat, and it creates karma. Обычно одни живые существа убивают других, чтобы их съесть, и это создает карму. Even killing plants creates karma. Даже убийство растений это создает карму. But it's much less than killing animals. Но гораздо меньше, чем убийство животных. But if Krishna said, if you offer those vegetarian items to me, then I take away the karma. Но Кришна говорит, если вы будете предлагать мне эти вегетарианские продукты, я заберу карму. So therefore, offering one's food to Krishna and taking the prasadam remnants is a very important aspect of Krishna consciousness. Поэтому предложение нашей пищи Кришне и принятие остатков этой пищи, то есть прасада, это очень важный момент в практике сознания Кришны. Just by eating Krishna prasad, one also makes progress in spiritual life. Просто вкушая Кришна прасад, человек может прогрессировать в духовной жизни. So in this way, bhakti yoga is a very complete process. Итак, бхакти-йога – это очень как полноценный процесс. It enables us to engage all our thoughts and words and deeds in the service of Krishna. И он может занять все наши мысли, слова и действия в служении Кришне. Thus, it is possible to meditate on Krishna in a practical and active way. И таким образом медитация на Кришну становится возможным в практическом и активным способом. Not necessary to go away to the forest and try to stop all activity and simply meditate on the Lord in the heart. И таким образом нет необходимости уходить в лес, пытаться остановить всю деятельность и пытаться медитировать на Господа в сердце. Rather, one can be active in his family, in his job, in his country, and at the same time progress in spiritual life. Напротив, человек может быть активным, работать, быть в семье, служить своей стране и так совершать духовный прогресс. So thank you. Харе Кришна. Any questions? Есть ли вопросы? Yes, please. So we can jump already for 20 years, but anyway we feel that material world is pressing on us, influence on us. And we can feel that material world is very powerful. Я скажу, is very powerful. So what we do in this case? Вопрос был, что мы можем заниматься духовной практикой достаточно долгое время, может быть уже 20 лет, но мы все равно чувствуем влияние и давление на нас материального мира. Что делать в такой ситуации? Well, material world is all around. Да, материальный мир, он окружает нас, продолжает окружать нас. Especially living in a city like Ekaterinburg. Особенно, если мы живем в таком городе, как Екатеринбург. Не так ли? Or any big city. Или в любом другом большом городе. It's actually very kind of artificial type of situation to live in. Потому что на самом деле это довольно-таки искусственная жизнь, вот жить так.
We are surrounded by concrete buildings and motor cars and industry. Мы окружены вот этими кирпичными зданиями, автомобилями, заводами. There's so many advertisements. Так много рекламы влияет. Telling us to do this and do that. Говорят нам делать то и это. Almost every apartment has television. И почти в каждой квартире есть телевизор. 24 hours a day, the television is telling this, that, and the other thing. И 24 часа в сутки телевизор говорит делай то, делай то, делай то. So definitely there's a lot of pressure of material world around. И несомненно, давление материального мира его очень много на нас. If possible, it would be better to live in a natural surroundings. И если бы это было возможно, то гораздо было бы лучше жить в каком-то естественном окружении. But not possible for everyone. Но это не, может быть невозможно для всех. But still, you know, it's a lot more conducive for peaceful life and spiritual life. Но вот в такой естественной жизни гораздо больше как бы условий, предпосылок для духовной жизни. But anyway, even we are living in this pressurized environment in the city. Но даже если мы живем вот в таком, под таким давлением материальной энергии в городе, still, we should continue to practice the bhakti yoga. Мы должны продолжать практиковать бхакти-йогу. We are always getting a lot of spiritual benefit from chanting and associating with devotees and serving Krishna. Мы продолжаем получать огромное благо от воспевания святых имен и от общения с преданными Кришны. And our consciousness, you know, is always connected to Krishna. И наше сознание, оно остается всегда в связи с Кришной. Even if there are other influences. Даже если есть какие-то другие влияния. So, by remaining in Krishna consciousness, но оставаясь в сознании Кришны, we can have the best opportunity to go back to the spiritual world after leaving this body. Оставаясь в сознании Кришны, у нас есть наилучшая возможность вернуться обратно к Богу после оставления этого тела. So, keep chanting Hare Krishna. Поэтому продолжайте воспевать Харе Кришна. Even if there are sometimes distractions. Даже если иногда есть какие-то трудности. Скажите, какие перемены произошли в вашей жизни? Вы повторяете святое имя? Будет людям интересно. Какие перемены происходят с человеком, который повторяет святое имя продолжительное время? So, can you share, while you practice chanting Hare Krishna, what changes happen in your life? Well, I think definitely made me a lot happier. Несомненно, что это сделало меня гораздо более счастливым. I'd say, you know, of course I've been chanting more than 40 years, so, you know, memories of the life before are, you know, a bit distant. И я воспеваю уже больше 40 лет, и воспоминания о той жизни, которая была до того, как я начал воспевать, это как, ну, на очень большом расстоянии находится. But still, I remember, you know, it was quite boring before. Но я все-таки помню, что раньше это было довольно все скучно. And not very clear idea about goal of life. Не было ясности относительно цели жизни. But coming in contact with Krishna consciousness gave me very clear direction in life. Но придя в соприкосновение с сознанием Кришны, мое направление жизни стало очень ясным. And also very pure life, pure lifestyle. И это дало мне очень чистый образ жизни. And also association of many wonderful friends and devotees. И также общение с очень хорошими друзьями, с преданными. And opportunity also to visit many parts of the world, and there are devotees in so many places. И также возможность путешествовать почти по всему миру, где я также могу встречаться с преданными, общаться с ними. And of course, especially kirtan, chanting the holy name, is a very blissful process. И в особенности киртан, воспевание святых имен, это очень блаженный процесс. Gives one a lot of upliftment and enthusiasm. Это дает человеку
очень много счастья и возвышает, и дает энтузиазм. So that's why I, continue to practice all the time. Поэтому на протяжении всего этого времени я продолжаю практику. Because it seems to be very satisfying lifestyle. Поскольку похоже, что это очень как удовлетворяющий образ жизни. At least I find it that way. По крайней мере, вот мне так кажется. And also peaceful lifestyle. И очень спокойный. Even traveling in many, disturbed places, these big industrial cities, still by practicing Krishna consciousness, one can remain peaceful in all circumstances. И даже путешествуя через так много разных, как трудных таких мест, и вот эти вот большие города, благодаря практике и сознанию Кришны можно оставаться спокойным, умиротворенным.